Акварель и азиатская живопись. Смешанная техника. Рисуем колумбины. Колумбины – это очень красивые цветы, у которых есть достаточно много разновидностей. В штате на западе Америки Колорадо есть очень красивое место, где вся поверхность земли буквально усыпана цветами колумбины. Это место мы сегодня и рисуем, так что у нас сегодня пейзаж и цветы. Для начала мы разбавляем ярко-синий достаточно большим количеством воды и начинаем покрывать верхнюю часть бумаги для того, чтобы сделать заливку для неба. Просто прикосновением кисти бумага рисовая, которая использует достаточно сильной текучести, так что она хорошо впитывает влагу и распространяет ее. Затем вы можете немного усилить некоторые места по цвету, просто взяв активный синий и опять прижатием кисти краска сама распространится и растечется. Затем мы прорисовываем горы, не прорисовываем, а закладываем основу. А некоторые участки оставляем абсолютно белыми, не касаемся там бумаги кистью. Это будет еще не дотаявший снег. Принцип все тот же самый, вы просто касаетесь кисточкой бумаги, и бумага сама впитывает воду и краску и распространяет их. Единственное, что, соответственно, в некоторых местах вам нужно будет брать более темный коричневый, в некоторых более светлый, то есть меняйте оттенки коричневого. Затем точно так же мы поступаем и с зеленым цветом, намечая то место, где находится почва, трава и деревья, поскольку мы смотрим на местность издалека. Поэтому здесь опять же прикосновение кисти, просто ставим отпечатки кисти, группируем их рядом и меняем оттенки зеленого. Затем некоторую часть пропускаем, там мы будем выводить деревья на первый план и заполняем другим оттенком зеленого нижнюю часть рисунка. Затем оставляем это ненадолго подсохнуть, но не до конца. И затем темным коричневым цветом активным мы прорисовываем фактуру скал. Не везде, в некоторых местах. Каким образом? Кончиком кисти мы проводим зигзагообразную, в некоторых местах прерывистую линию. Делаем линию, остановку, чтобы в некоторых местах линия была более толстая, а в других более тонкая. Затем мы немного сделаем намеки на деревья в части с зеленью. Как очень просто, кончиком кисти касаемся бумаги разными оттенками зеленого, более темного по цвету, чем само пространство зеленое, и краска сама там растечется и создаст необходимую фактуру, текстуру. Теперь заполняем прежде оставленное белое пространство. Здесь мы также оставляем отпечатки кисти, прижимая кисть целиком от кончика до самой пяточки, и эти пятна вот так вот хаотично распределяем, но придерживаясь формы треугольника, поскольку мы рисуем сосны и ели. Точнее, в данном момент мы рисуем ели, а сосны мы прорисуем немного позже. Меняйте оттенки зеленого в разных местах, оставляя отпечатки и группируя их в треугольную форму, похожую на ель. Теперь немного прорисуем травинки. Главное, чтобы бумага в этот момент еще не до конца, точнее краска на бумаге не до конца подсохла еще в этом месте. Самым кончиком кисти мы рисуем тонкие линии разными оттенками зеленого, прорисовывая травинки. Делаем это вверху, около того места, где мы расположили ели. В некоторых местах не везде. Теперь мы нарисуем облака. Как? Очень просто, теми же самыми отпечатками кисти, прижимая кисть от кончика до самой пяточки и группируя их рядом с друг другом. И рисуя такие вот красивые облачка, просто белым цветом. Используем белую краску с достаточным количеством влаги на кисти. Лучше всего для всей этой работы, которую мы выполняли прежде, использовать мягкую кисть и достаточное количество влаги на ней. Теперь пусть еще все немного подсохнет, а особенно внизу. Внизу все должно высохнуть окончательно.
Теперь доработаем деревья. Нарисуем те самые сосны, о которых я говорила, точнее заложим их основу. Прикосновением кисти, прижимая кисть целиком от кончика до самой пяточки, темно-зеленым мы формируем крону сосны, намечая несколько ее ветвей, располагая их вот таким образом. Добавим еще немного темно-синего и сине-черного. И, наконец, приступаем к цветам, к колумбинам. Для этого мы берем оттенки сиреневого или фиолетового и мешаем их с белым цветом и берем немного влаги на кисть. И делаем такие мазки. Начинаем с кончика кисти, затем более прижимаем кисть и опять приводим ее к кончику. Соответственно, мазки эти будут либо длиннее, либо короче, в зависимости от длины лепестка. Рисуем мы цветки в разных ракурсах, но мазок, принцип мазка остается все тот же самый. Меняйте оттенки сиреневого, фиолетового, примешивайте больше или менее белого, чтобы у нас была динамика цвета, и разные ракурсы. Мазок от кончика кисти, затем более прижимаем кисть, а затем опять приводим ее к кончику. Мазок, как вы видите, в некоторых местах одинарный, а в некоторых местах двойной, в зависимости от объема самого лепестка. Так мы прорисуем несколько цветков, но на этом детали цветка колумбина не заканчиваются. Он по своей форме напоминает немного космический корабль, поэтому у него есть такие красивые кончики. Рисуем мы их так. Сначала кончиком кисти ставим точку, а затем, приподнимая кончик, и движемся от тонкой линии к более толстой. Или этот мазок можно выполнить и в обратном направлении. Делаем 4-5 вот таких вот интересных кончика, которые на самом деле являются продолжением лепестков. Но все зависит от того, в каком ракурсе мы видим цветок, и так нам, соответственно, будет более понятно. Еще раз. Ставим точку кончиком кисти, немного приподнимаем, чтобы опять вывести на кончик, и движемся к цветку, все более прижимая кисть или в обратном направлении. Изображаем еще несколько цветков теми же самыми мазками по тому же принципу. За это время краска наверху подсохла, и можно оттенком коричневого провести кончиком кисти линии для образования стволов сосны и самым кончиком несколько ветвей, просто тонкие линии кончиком кисти. И можно еще усилить цвет, если вы считаете это нужным и необходимым. Теперь проработаем поляну. Кончиком кисти мы оставляем отпечатки весьма хаотично, намечая цветы, которые расположены вдали. Можно использовать не только белый, но для этого и, опять же, белый, смешанный с сиреневым, чтобы наметить клумбины, которые произрастают вдали. Смешав белый с черным и получив серый, мы отпечатками кисти формируем структуру камня, просто прижимая кисть от кончика до самой пяточки и группируя эти отпечатки рядом. Так мы получаем камни. Можно еще немного проработать траву, если это кажется необходимым. Берем оттенки зеленого, кончиком кисти рисуем тонкие линии, группируя их рядом и образовывая травинки.
За это время краска на цветах подсохла, мы к ним возвращаемся, берем темный оттенок зеленого и тонкой линией кончиком кисти мы рисуем стебельки. Для уверенной линии лучше в начале движения зафиксировать себя точкой на кончике кисти. Для тонкой линии менее давите на кисть, а для толстой более давите на кисть, то есть увеличивайте давление. Также наметим стебли для нескольких бутонов. Листиков мы много прорисовывать не будем, просто наметим их, у нас и так есть зеленый фон. Листья бывают у колумбинов разные, в зависимости от сорта. Мы в данном случае пользуемся таким. Просто прижимаем кисть от кончика до пяточки, по 3 мазка таких группируем рядом и в общей сложности делаем 3 группы такого тройного мазка и получаем такие интересные листья. Делаем их несколько. При желании вы можете более заполнить ими пространство. Теперь бутоны светло-зеленым цветом кончиком кисти, просто несколько мазков сгруппированных вместе. И теперь серединка колумбина. Берем белый цвет и, начиная движение с кончика, но тем не менее сразу же начиная прижимать кисть, мы делаем двойной такой мазок и группируем 5 вот таких вот лепестков. Очень интересная структура у колумбина. И в зависимости от ракурса мы по-разному располагаем серединки цветков. Используем белый цвет. Теперь, когда белый цвет немного подсох, самым кончиком кисти, смешав белый с оттенком сиреневого, мы оставляем 5 точечек у самой серединки на каждом из белых лепестков. И начинаем прорисовывать пестики и тычинки, смешав желтый с белым, потому что желтый сам по себе весьма прозрачен. Мы рисуем тонкие линии самым кончиком кисти. Можно добавить в тех местах, соответственно, где мы смотрим на цветок в лоб, мы просто оставляем точки, потому что таков ракурс. Можно также смешать и белый с оранжевым, или к тому же имеющемуся цвету примешать оранжевый и повторить все то же самое поверх того, что уже есть, оранжевым цветом. И это будут последние мазки кисти на данной композиции. Надеюсь, вам было интересно. Оставляйте, пожалуйста, комментарии, чтобы еще бы вам хотелось, чтобы мы вместе нарисовали.